Толсё, штате Оклахома, утро только начиналось, когда двери городского полицейского участка неожиданно распахнулись. На пороге появилась маленькая девочка лет 6. Ее звали Эмили, и она выглядела совсем крошечной на фоне строгого здания. Волосы спутаны, одежда не по погоде, глаза полные слез. Она, задыхаясь, повторяла одно и то же: «Арестуйте моего папу». Сначала офицеры обменялись растерянными взглядами, подобное обращение от ребенка казалось нелепостью. Но тревога в голосе девочки была слишком настоящей. Дежурная офицер Сара, которая имела опыт работы с детьми, взяла Эмили за руку и отвела в отдельный кабинет. Там было тепло и тихо, и чтобы немного ее успокоить, она поставила перед ней кружку сладкого чая и печенья. Когда девочка немного отдышалась, выяснилось, что ее отец, Томас, после смерти жены воспитывал ее один. Работал редко и случайно, хватало только на самое необходимое. В доме почти всегда был пустой холодильник. Эмили сказала, что недавно видела, как папа закрыл дверцу холодильника и заплакал. Это врезалось ей в память. Тогда в голове ребенка появилась идея спасения. Она слышала по телевизору, что в тюрьме всех кормят 3 раза в день. Значит, если папу арестуют, он больше не будет голодным. Понимая, что ситуация выходит за рамки детской фантазии, офицеры решили проверить ее слова. Сержант Майкл и несколько полицейских выехали по адресу, который Эмили смогла описать. Дом рядом со старым складом. Там они нашли маленький перекошенный домик. Внутри было бедно, но удивительно аккуратно. Все свидетельствовало о том, что хозяин, несмотря на трудности, старался заботиться о жилище и о дочери. В спальне они обнаружили спящего мужчину. Это был Томас, худой, с серыми от усталости глазами. Он выглядел гораздо старше своих лет. Мужчина был ошарашен, когда его подняли с кровати и увели. По дороге он только повторял, что дома осталась его маленькая дочь. Когда Томаса доставили в участок, его встретила Эмили. Она бросилась ему на шею, крепко обняла и сквозь слезы призналась, что сама попросила полицейских арестовать его. Мужчина был в шоке, но, выслушав объяснение дочери, понял, девочка сделала это от отчаяния и любви. История глубоко поразила всех присутствующих. Даже бывалые офицеры не могли скрыть эмоций. Они поделились с Томасом и Эмили своим обедом, а затем собрали для них продукты. На следующий день к дому семьи приехали сотрудники полиции и соцслужбы с целыми коробками еды, теплой одеждой и другими необходимыми вещами. Сержант Майкл предложил Томасу постоянную работу уборщиком в участке, чтобы у него появилась стабильность и возможность заботиться о дочери. Со временем жизнь семьи постепенно начала налаживаться. Эмили снова стала улыбаться, а Томас, получив помощь, начал верить, что может дать дочери будущее. История быстро разлетелась по Толсё. Местные газеты написали о девочке, которая хотела спасти отца. Жители обсуждали ее в соцсетях. Многие люди впервые задумались о том, что рядом могут жить семьи, которым тяжело, но которые никогда не просят о помощи. Маленькая Эмили своим наивным, но искренним поступком напомнила всем: иногда ребенок способен сказать больше, чем 1000 взрослых слов. А любовь, даже в самых трудных условиях, может изменить целый город. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.